далеких фьордах Норвегии, где скалы таят стражей у края мира, а туман стелится по воде, словно дыхание спящих великанов, жил кузнец по имени Харальд. Представьте, узкая долина, обжатая темными утесами, где река несет ледяную воду из гор, а ветер несет эхо далеких волн. Деревянная кузница Харальда приютилась у подножия скалы, ее стены из потемневших бревен, крыша покрытая мхом, а внутри вечный жар горна, отбрасывающий дрожащие тени на земляной пол. Харальд был мужчиной широкоплечим, с руками изборожденными шрамами от искр и молота и бородой, сидеющей, как пена зимнего прибоя. Он ковал топоры для викингов, серпы для земледельцев и подковы для коней. Но боевого топора, настоящего, что рубит щиты и дрова с равной силой, для сына он еще не касался. «Топоры для тех, кто держит дом», — говорил он, — «а я всего лишь слуга огня». У Харальда был сын, Эрик, мальчик 12 зим, крепкий, как молодой дубок, с глазами цвета штормового неба и волосами, спутанными ветром. Эрик бегал по берегу, собирая плавник для костра, и мечтал о днях, когда сможет стоять плечом к плечу с отцом у наковальни. Деревня шепталась у колодца. Сын кузнеца вот-вот возьмет в руки топор, чтобы помогать в полях и на охоте, где слава ждет смелых сердец. Но Эрик тревожился, сидя на камне у реки, где вода журчит, как тихая песня. «Отец, смотри, как солнце золотит волны в устье фьорда! Без топора я как щенок без зубов! Что, если в лесу встречу волка, или в борю не смогу нарубить дров для всех? Дай мне инструмент, что не сломается!» — говорит Эрик. Харальд ему отвечает: «Мальчик мой, слова твои остры, как клинок. Топор не игрушка, а брат по крови. Подожди луны, я выкую тебе первого из железа болот, где предки хоронили свои дары. Но помни, сила не в лезвии, а в руке, что его держит». Харальд долго молчал, куя гвозди для плота старейшины. Ночью, когда луна серебрила волны фьорда и тени от сосен ложились на воду черными полосами, он вышел к морю. Ветер шептал в кронах, а вдали ревели волны о скалы. Харальд воззвал к Тору: «Громовержец, дай силу молоту, чтоб топор сына рубил зло и строил дом. Пусть он станет первым моим даром». Утром, когда рассвет красит небо в розовый, как ракушку, Харальд начал работу. Он выбрал лучший слиток из торфяных болот, где, по легенде, утонули топоры поверженных воинов. Разжег горн, пламя взвелось, как грива молота Тора, воздух наполнился ревом, эхом, отдающимся в скалах, а дым унесся вверх к серым облакам. Харальд грозно произнес: «Слиток, проснись, становись лезвием, острым, как клык. Слои железа, сплетайтесь, как корни в земле. Для Эрика, чтоб рубил путь сквозь бурю». Он ковал днем и ночью, не смыкая глаз, в ритме сердца, что бьется в унисон с молотом. 7 раз сменялись свет и тьма, словно Один плел нити судьбы у ткацкого станка Норн. Харальд на наковальне. Молот взлетает и падает, эхом в скалах фьорда. Искры сыплются, золотя края теней. Солнце клонится к горизонту, крася небо в багрянец. Тени удвиняются по лугу, где Эрик тайком смотрит из-за дерева. Еще удар, и ночь накрывает фьорд, как плащ из вороньих крыльев. Луна встает, серебря волны, а в кузнице огонь отбрасывает блики на стены, где паутина дрожит от жара. «Тюр, сокрой трещиной! Тор, дай веса молоту!» — прошептал Харальд. Харальд складывал слои железа, как чешую на щите, 9 раз нагревал и бил, 9 раз закалял в воде реки, чтоб топор был гибким, как ива, и твердым, как утес. Руки кровоточили,
пот слепил, борода пропитана дымом, но он не останавливался. Наконец, на 7-й день, когда солнце утонуло в море, окрасив воду в пурпур, Харальд окунул лезвие в ледяную реку. Металл взвыл, как молодой волк, и затих, обретя блеск, как мокрый камень. 7 циклов света и тьмы выковали не железо, душу, что помнит труд отца. Топор был готов. Харальд отшлифовал лезвие до остроты, что бреет волос, вырезал на топорище руну Тейвас, символ воина и стойкости. Лезвие пело при касании, отбрасывая тени с лицами предков. «Отец, луна полна, как чаша меда. Что ты принес изо дня?» — произнес Эрик дрожащим голосом. Харальд дает наставление и дарит топор. «Сын мой, 12 зим — возраст, когда рука крепнет для дела. Этот топор — первый, что я выковал для тебя. 7 ночей и дней вложил в него, как боги в холмы. Не для набегов или ярлов, но для тебя, чтоб рубил дрова в бурю и щит в беде. Пусть он помнит дом и режет только зло». Эрик с радостью произносит: «Отец, он тяжел, как воля Тора. Я сохраню его остроту, как огонь в горне». Отец и сын обнялись у костра, и в глазах Эрика Харальд увидел не страх мальчика, а искру, ту самую, что тлела 7 ночей. На рассвете, когда туман стелится по лугу, а птицы будет эхо в скалах, Эрик вышел в лес с топором, рубить первый сучок для дома. Харальд смотрел с порога кузницы, где дым еще вьется лениво. «Иди с честью», — прошептал он ветру, — «и вернись с топором, что не потеряет края». А легенда о кузнеце и его даре разнеслась по фьордам. Первый топор не рожден в битве, но в любви отца, выкованный в 7 циклах света и тьмы. И он вечен, как река, что точит камни.